Здравствуйте. Мы с вами продолжаем работать в рамках возрастно-психологического блока по предмету психология. Так вот мы с вами разобрали несколько примеров того, как работают, да, сенситивные периоды в развитии, как они обеспечивают формирование тех или иных индивидуальных особенностей человека на примере развития объемного зрения, на примере речевого развития. И я бы хотела еще несколько слов сказать о таком явлении, которое было обнаружено относительно недавно. Это всего-таки 80-е годы. И оно получило название генотип «средовая корреляция». Итак, вот за 20 век устоялась вот эта вот идея того, что развитие наше, оно происходит в процессе генотип-средового взаимодействия. Значит, в середине 20 века прибавилась очень такая важная добавка, связанная с тем, что очень важен как раз сензитивный период развития и его наполнение этого сензитивного периода развития. И собственно говоря, вот в 80-е годы был обнаружен некоторый такой парадокс. Почему? Потому что, в общем-то, предполагалось, что вот есть генотип, есть среда, есть некоторое взаимодействие, и, в общем-то, вот очень важно, так сказать, то, что они рассматриваются как первоначально независимые друг от друга. И, в общем-то, вот все вычисления, а там огромная, так сказать, математическая составляющая, большая команда математиков работает на вот этот процесс обеспечения психогенетических исследований. В общем-то, первоначально предполагалось, что это некие независимые переменные, которые, так сказать, учитываются в математических моделях. В результате возникают вот итоги, связанные с конкретным коэффициентом наследуемости. И вот отчасти, конечно, это можно понимать как вот проявление, да, сензитивного периода очень своеобразное. Но вот именно вот в этих исследованиях, где анализировались, значит, вот эти вот математические закономерности взаимодействия генотипа и среды, было обнаружено, что на самом деле это не независимые переменные, что между ними есть какие-то соответствия, есть какая-то корреляция. И как раз были описаны вот эти явления, которые получили название генотип средовой корреляции. Наверное, имеет смысл о них упомянуть, потому что это также достаточно значимо и важно для процесса воспитания, для процесса обучения, да, для процесса воспитания. Значит, итак, вот генотип средовая корреляция – это такое удивительное явление, когда в исследовании можно видеть, что генотип и среда каким-то образом, так сказать, друг с другом взаимодействуют, каким-то образом как-то настраиваются друг на друга. И, в общем-то, вот тот гипотетический механизм интероцепции, о котором мы с вами говорили, в связи с Вильямом Штерном, он как раз вот этот момент вполне допускает. Да? И как раз вот те виды генотип средовой корреляции, которые были описаны, причем как бы на основе таких строгих, больших таких эмпирических исследований, математически обеспеченных, они получили следующее название. Значит, генотип средовая корреляция бывает пассивная, она бывает активная, ну и еще бывает реактивная. Вот давайте попробуем разобраться с тем, как это выглядит, так сказать, в жизни и на практике. Значит, если говорить о пассивной генотип средовой корреляции, то здесь как раз это очень хорошая такая иллюстрация вот именно сензитивного периода развития. Мы с вами понимаем, вот мы с вами говорили в некоторые предыдущие занятия о интеллектуальной одаренности, о креативности, мы с вами понимаем, как важно, так сказать, как вот идет это развитие. И, значит, что такое генотип средовая корреляция пассивного типа? В данном случае речь идет о том, что вот мы с вами
имеем некоторую такую, так сказать, генетическую предрасположенность к тому, чтобы развивались некоторые способности, да, или общий интеллект, или какие-то специальные способности, ну, например, там музыкальные, математические или какие-то еще. В принципе, вот именно, скажем, да, музыкальные и математические способности — это те способности, которые, согласно эмпирическим наблюдениям психологов и педагогов, имеют тенденцию довольно рано проявляться. Да? То есть иногда мы их видим у очень маленьких детей. Это и двухлетний возраст, и трехлетний, и четырехлетний. И вот как можно проиллюстрировать, что имеет, так сказать, под собой вот эта пассивная генотип-средовая корреляция? В том случае, если у родителей, имеющих какие-то генетические предпосылки развития, допустим, какие-то специальные способности, представим себе там музыкальные или математические или еще какие-то, да, вот у них рождается ребенок. Значит, поскольку действительно вот эти виды одаренности, это было, так сказать, вычислено в психогенетических исследованиях, имеют достаточно высокий коэффициент наследуемости, в общем-то, этот ребенок действительно имеет довольно, так сказать, высокую вероятность к тому, что у него есть вот эта вот генетическая наследственная одаренность именно вот для развития в эту сторону. И что мы будем иметь в случае генотип-средовой корреляции пассивного типа? Мы будем иметь то, что уже без участия самого вот этого родившегося ребеночка, да, у которого есть вот эти генетические предпосылки к одаренности, уже среда обеспечена, обогащена его родителями, его семьей, ну, допустим, со стороны музыкального развития или со стороны математического развития или еще какого-либо. Ну, например, в музыкальной семье уже есть музыкальные инструменты, уже есть, так сказать, какие-то, допустим, музыкальные записи, уже звучит музыка вокруг, да, и вот такого рода обогащенная среда, она действительно обеспечивает вот эту вот пассивную генотип-средовую корреляцию. Почему пассивную? Потому что сам носитель вот этой вот наследственной одаренности к развитию той или иной способности, он лично ничего не сделал для того, чтобы эту среду обогатить, да? Но, так сказать, вот уже у него есть вот эта вот, так сказать, готовая среда, которая может способствовать его развитию по той или иной траектории. Да? Ну, например, по линии развития музыкальных способностей и, допустим, профессиональному развитию в дальнейшем по этому направлению. Или, допустим, там вот эти математические способности. Да? То есть родители уже говорят о математике, уже есть какие-то там, я не знаю, вот книжки с какими-то формулами, с какими-то цифрами и так далее, и так далее. Да? И это тоже может способствовать тому, что вот эта, так сказать, генотип-средовая корреляция пассивного типа, она еще будет как бы подталкивать, усиливать развитие по направлению к реализации вот этой наследственной одаренности вот в данном конкретном направлении. И, в общем-то, вот мы с вами знаем, что в психогенетике, в, так сказать, различных областях науки, да, там действительно описаны те примеры, когда имеет место вот такая как бы одаренность, которая вот, ну, как бы переходит от поколения к поколению. Да? В частности, очень известна в истории математики семья математиков Бернулли, которые в течение целого столетия, в общем-то, вот доминировали, да, так сказать, в соответствующем университете, в том городе, где они жили, и, так сказать, вот буквально вот эта кафедра математики, да, она передавалась от отца к сыну и далее, да, то есть вот действительно математическая одаренность, она в данном случае проявилась, это далеко не единичный случай. Безусловно, очень широко известна семья Бахов, если говорить о музыкальных способностях, и, в общем-то, по крайней мере, 5-6 поколений этой семьи демонстрировали выдающиеся музыкальные способности. Конечно, вершина, так сказать, этой семьи – это Иоганн Себастьян Бах, вот, признанный гений мировой музыки. Это, в общем-то, где-то 4-5 поколение, которое, в общем-то, вот шло от некоего такого родоначальника музыкальности этой семьи
флейта Баха, который был вообще-то булочником, но все свое свободное время он играл на различных музыкальных инструментах и музыку, так сказать, любил в, так сказать, самой высокой степени. Да? И действительно, вот эта музыкальная семья, вот известно, что у них были, так сказать, такие семейные праздники, когда собиралось до 120 членов семьи Бахов, все музыканты, и они проводили время вот в этом коллективном музицировании. Да? Вот у них бывали такие семейные праздники, и, в общем-то, сыновья, потомки Баха, некоторые из них тоже были известными композиторами, известными выдающимися музыкантами. То есть вот здесь, безусловно, мы с вами видим вот эти примеры, да, пассивный генотип средовой корреляции, когда вот эта звучащая музыка, наличие, так сказать, всевозможных инструментов, до которых буквально вот рукой дотянуться можно любому ребенку, да, так сказать, и попробовать себя, это, безусловно, то, что может продвинуть развитие, так сказать, наследственной одаренности вот в том или ином направлении. Буквально, так сказать, парадоксальным, да, является наличие обнаруженного в специальных исследованиях вот этой вот активной генотип средовой корреляции. То есть речь идет о том, что в некоторых случаях, опять же, да, в исследованиях фиксируется то, что вот при наличии каких-то предпосылок вот этой наследственной одаренности ребенок может, что называется, активно искать ту среду, которая будет способствовать развитию этой наследственной одаренности в нужном направлении. Наверное, очень ярким примером здесь может служить семья Глинки, Михаила Ивановича Глинки, выдающегося русского композитора. К примеру, да, вот мы с вами знаем, что в дворянских семьях, в общем-то, действительно музыкальное образование, оно было весьма распространенным, чуть ли не обязательным, но далеко не все, так сказать, стремились впоследствии к тому, чтобы стать профессиональными музыкантами. А в случае Михаила, так сказать, Глинки, да, в детском возрасте наблюдались очень интересные явления, которые как раз можно рассмотреть как примеры вот этой активной генотип средовой корреляции. Значит, маленький ребенок вместо того, чтобы там шалить, играть во что-нибудь, в какие-нибудь там, я не знаю, машинки, так сказать, в какие-нибудь, так сказать, другие игрушки, он с детства очень любил, буквально в восторге был, так сказать, от того, так сказать, когда он слышал народное пение. То есть он просто замирал и с огромным удовольствием слушал эти песни. Да, как вы понимаете, в общем-то, дворянский быт предполагал проведение летних месяцев в поместье, где вот крестьяне, как раз носители этой народной культуры, значит, за работой могли исполнять различные песни. Кроме того, он очень любил такое своеобразное занятие, которое, так сказать, вот сам придумал, да, когда, опять же, в деревне летом начинали варить в медных тазах варенье, то он очень любил вот эти вот медные тазы наполнять водой до нужного уровня, настраивать их все, так сказать, в нужном каком-то ладу и исполнять вот на этих странных таких музыкальных инструментах, на этих медных тазах достаточно мелодичные, далеко не какофонные, так сказать, не шумовые, да, вот какие-то вот такие музыкальные композиции. И, в общем-то, примеры можно умножить. Ну, вот, в частности, из биографии Винсента Ван Гога известно, что в детстве одним из его любимых занятий было играть с нитками для вышивания, которыми пользовалась его тетушка, и он очень любил сплетать из них некоторые такие, так сказать, плетеные конструкции с очень яркими соотношениями цветов. И, в общем-то, вот за этим занятием он мог проводить много времени. Как вы понимаете, вот глинкинские, так сказать, симфонии на тазах и, скажем, да, вот эти вот занятия, да, маленького Винсента Ван Гога, да, в общем-то, не являются очень типичными примерами вообще детских игр. Да, и это, в общем-то, может служить некоторым таким примером вот того явления, которое было описано в науке при помощи строгого, так сказать, математического аппарата, что бывают
случаи, фиксируются случаи вот этой вот генотип средовой корреляции, когда вот в данном случае, в случае активной генотип средовой корреляции, значит, носитель определенной наследственной вот этой одаренности, он как бы активно ищет ту среду, в которой эта наследственная одаренность может получить какое-то, так сказать, питание для себя, да, какую-то возможность развития. Ну и, так сказать, третий тип, генотип средовой корреляции, который был также обнаружен, также описан, это так называемый реактивный генотип средовая корреляция, когда речь идет о том, что, в общем-то, может быть некоторое такое развитие по некоторому такому навязанному варианту, ну, по принципу того, да, что если человека 100 раз обозвать свиньей, он на 101-й хрюкнет. То есть это уже то, что имеет прямое практическое, так сказать, отношение к там, каким-то процессам, допустим, неблагоприятного семейного развития или к каким-то процессам, связанным с ну, каким-то немножко навязанным, так сказать, с какой-то навязанной траекторией развития, когда человеку начинают немножко внушать, да, что вот ты должен развиваться так, у тебя такие-то способности, мы хотим, чтобы ты занимался этим-то, а не этим. И, в общем-то, такого рода как бы стимулы, да, к развитию, они также могут быть реализованы, и также, в общем-то, можно показать, что в уже исследованиях, да, можно наблюдать вот эту вот реактивную генотип средовую корреляцию. Итак, вот мы с вами обсудили, да, некоторые важные аспекты, которые связаны с проблемами генотип средового взаимодействия, и рассмотрели некоторые примеры понимания, да, значит, сенситивных периодов развития, понимания особенностей вот этого генотипа средового взаимодействия, тех явлений, которые, так сказать, описаны вот в этой сфере, они действительно могут сослужить хорошую службу и в практических вопросах воспитания и обучения. И действительно, в общем-то, какие-то новейшие разработки в сфере образования, они учитывают те данные, те результаты, которые имеют отношение к проблемам там, сензитивности, к усвоению того или иного опыта, к значит, проблемам вот и там, генотип средовой корреляции. Да? Ну, вот одна из центральных, так сказать, проблем, да, это действительно как бы вот способность вот, у вот педагогики, да, у носителей этой профессии, да, у педагогов и воспитателей способность как-то ощущать, да, вот эту вот сенситивность развития того или иного ребенка и использовать различные научные данные для того, чтобы помогать максимально полноценному и доброму развитию человека в реализации вот той наследственной одаренности, которая у каждого человека есть. И, в общем-то, вот это, в общем-то, такие те таланты, да, которые Господь дает каждому человеку. И вот очень важно, чтобы воспитатели, чтобы педагоги, ну, как-то вот учились слышать вот эти предпосылки будущего развития и давать им максимально, так сказать, полноценные такие возможности для реализации. На этом мы вот эту часть этой темы завершаем. Дальше мы с вами продолжим говорить о сензитивных периодах, но уже по отношению к развитию в социально-эмоциональной сфере. Сегодняшнюю тему мы с вами пока закрываем. Благодарю за внимание, а теперь вопросы.